Здравствуйте, любители порукодельничать. В одном из видео мы с вами делали вот такую работу. Я училась делать пиццу и решила сделать продолжение. Меня пугало, что она очень большая, 90 на 50. Как я ее буду стягать? Но у меня 1,10 на 40. Вот ее, как я буду стягать, взяла 3 слоя ткани. Это укрывной материал, чем мы накрываем грядки, синтепон и нетканое полотно. Можно взять и обыкновенный хлопок, любую ткань, какая вам не нужна. Вместо синтепона использовать тряпку для пола. Эта работа у меня получится немножко в другой цветовой гамме. Единственное, я взяла речку, разметила, чтобы она так у меня и продолжалась. И здесь я буду заполнять тканями. Посмотрели по всем сусекам, что нам не нужно. Вот это явно на выброс, но мы это и все используем. Вот, брючки обрезала. Если ваша ткань мятая, вот такая, вы ее обязательно должны прогладить. Смотрите, что получается. Непонятно, что получается. Но сначала мы укладываем крупные лоскутки, потом наверх мелкие. И вот эту страшную картину мы будем скрашивать цветами. Что касается цветов. Ромашки я взяла вот такую длинненькую полоску, нарезала ее и сложила по 2, по 3 штучки и просто закруглила немножечко край с одной стороны и с другой. Они у меня будут вот середина, я их вот так вот немножечко раздвину, а сюда круглую желтенькую кругляшечку сделаю. Вот такие цветы. Берем просто полосочку, складываем ее в 5 слоев, разрезаем. У нас получается прямоугольник. Я беру угол к себе и отрезаю вот эти лишние углы. Получаются обыкновенные простые лепестки. Вот она. Ну, подровнять. Чем меньше цветок, тем он аккуратнее смотрится. Но так как это у меня передний план, это будет сидушка, я делаю большие. Это будет у меня васильки. Я вам покажу, как васильки делать на розовом. Прямоугольник. Разрезаю. Складываю вместе углы. И просто разрезаю ткань, но одну сторону немножко скашиваете. Если вы просто по прямой нарежете, то они у вас будут кучкой и не будет видно просвета. Будет как единое сплошное полотно. Вот так оно получается. Вот так это выглядит в заготовке. Разложила цветы, цветы разные. Ну, не так уж это все и ярко получается. И теперь мы укладываем фатин. Это у меня обрезки от тюля. Конечно, хороший фатин, ну, денег стоит, и мне жалко его резать. Отрезались шторы. И вот без рисунка раскладываю на речку. Когда вы располагаете последний слой, он должен быть разглажен. Но у меня нет места, где я могла бы прогладить, буду проглаживать здесь. Если вы делаете какую-нибудь картину, панно, лучше, конечно, использовать органзу. Почему я не использую здесь органзу? Потому что это будет сидушка, кто-нибудь сядет в клепках-заклепках с молниями, и это все зацепляется, и появятся дырки. Конечно, с органзой это все смотрится намного интересней и красивей. Органза, она сама по себе красивая ткань, переливается, а если вы будете использовать несколько цветов органзы, у вас совсем получится красота. Сейчас на улице 26 градусов, начался дождик, потом пошел град 0,5 миллиметров, потом сантиметр. Как же он отлетает от поликарбонатной крыши, где-то на метр ввысь. Я боюсь, побьет урожай. У природы нет плохой погоды, но такая погода совсем ни к чему.
Все прогладили, закалываем булавками, закалываем тщательно. Если у вас крупная стежка и крупные эти остатки ткани, лоскуты, то их можно наметать. Особенно уделяйте внимание вот таким мелким элементам. Допустим, у вас мелкие элементы, вы можете их приклеить на клей-карандаш. Стежка, если у вас цвета распределены, допустим, один цвет здесь, другой цвет здесь, то подбираем нитки в цвет. Желательно использовать вот такую лапку для стежки. Переключаем машинку на свободный ход, поэтому мы убираем транспортер, это зубчики, и ставим эту лапку. И на свободном ходу мы простегиваем. Стежку делаем абсолютно любую, какую вам хочется. Есть стежка мозги, когда все вот так вот кругляшками, подобие этого. Можно просто вести плавные линии, закругляшки какие-нибудь делать, клеточки, квадратики. Что хотите, то творите. Цветы. Цветы можно обшить, контуры. Можно просто тоже какими-нибудь волнами прошить на машинке. Ну вот, друзья, я закончила. Вот такая красота яркая у меня получилась. Осталось только сшить их вместе. И это будет сидушка на садовый диван. Вот такая яркая, праздничная, красивая. Зато я точно знаю, что я сделала сама. Уже шила на одном дыхании. Никакого напряжения не было. Машинка сама шила. Я ей чуть-чуть только помогала. С третьей работы стежка получается все более аккуратней и аккуратней. Дала вторую жизнь ненужным обрезкам тканям, которые я бы выкинула на помойку. И получился вот такое вот яркое-яркое полотно. Когда стегала, не было цели делать каждый цветок, каждый лепесток отдельно, аккуратно. Да, они прошиты, но прошиты так, что после стирки это ничего не свалялось в кучу и ничего не повыскакивало. Здесь все прошито. Прошитые волнами, и круглыми, и как мозги. Как получилось, так получилось. Вот и все. С вами была Валентина Никита. Следующее видео будем шить сидушку на поролоне на садовый диван. Пока-пока.